Всем привет! Итак, начинаем. Сегодня мы делаем сдобное тесто для пирогов сладких, пирожков сладких, ватрушек, булочек и так далее. Итак, высыпаем в большую миску. Просеиваем обязательно 2 стакана муки. Просеиваем для того, чтобы насытить муку воздухом. Пол чайной ложки соли. Столовая ложка сахара. Два стакана теплого, почти горячего молока. Ну или кефира. И пачку сухих дрожжей. Можно свежие, 30 грамм свежих. Сегодня я покажу вам на сухих. Пачку дрожжей. И пол пакетика ванилина. Ванилин совсем не обязателен. Все это перемешиваем. И ставим в микроволновку. Включаем секунд на 10, там и оставляем. В другую миску разбиваем 2 яйца. Две столовых ложки сахара. Слегка перемешиваем. 100 грамм сливочного масла. Плюс-минус. Ничего страшного. Ну, где-то здесь, наверное, 80 получилось. Вот так. Немножко его разламываем, чтобы оно размягчилось быстрее. Вот такие кусочки. И просеиваем туда же еще 2 стакана муки. Один, второй. И все это дело оставляем на столе, чтобы яйца и масло приобрели температуру ближе к комнатной. Итак, прошло 30 минут. Вот посмотрите, какое тесто, которое стояло в тепле в микроволновке. Вот оно поднялось, запузырилось. Сейчас мы будем смешивать. Масло тоже размякло. Стало комнатной температуры. Теперь мы размешиваем яйца, масло, муку. Масло размяли.
И будем смешивать эти два теста. Нашу сдобу и опару. Выкладываем все в одну миску и замешиваем тесто. Сначала ложкой, затем руками. Сразу муки не добавляем. Добавить ее никогда не поздно. Сначала хорошенько все размешиваем. Вот посмотрите, какое получилось тесто. Тесто явно жидковато, поэтому добавляем в него муки. Муку уже можно не просеивать, можно просеять. Добавляем постепенно, много сразу не надо. И вмешиваем муку в тесто. Еще добавляем. Ну вот почти готово. Добавлю еще немножко. Ну, получается, мы добавили где-то еще 1 стакан в общей сложности. Так, и я буду вымешивать его дальше руками. Тесто будет липнуть к рукам, к посуде, ничего страшного. Вот так как бы снимаем с краев и в середину. И так вымешиваем до тех пор, пока тесто не начнет хорошо отставать от рук. Если совсем жидкое тесто, можно муки еще подсыпать. Но густым оно быть не должно. Вот оно уже потихоньку начинает отлипать. Продолжаем вымешивать. Вот посмотрите, тесто уже начинает отлипать от миски. Вот оно такое липкое, что оно за собой тянет все остальное. Вот, значит, оно готово. Хотя оно еще довольно вязкое и липкое. Но уже достаточно. В таком виде мы его и оставляем. Можно сейчас сверху сыпануть ложечку муки, и у вас сразу и от рук все отлепится, и от чашки будет комочек. Можно этого не делать. Теперь накрываем крышкой, убираем в теплое место и даем тесту подойти. Прошло полчаса. Смотрите, как хорошо тесто поднимается. Оно уже наполовину поднялось. Вот оно. Убираем его обратно в теплое место, а сами можем начинать заниматься начинкой. У меня сегодня пирожки будут двух видов. Одни с яблоком, другие с повидлом. Яблоки у меня мороженые. Я их летом наморозила. Сейчас я их достала из морозилки. И пока они не полностью растаяли, я их нарежу такими кусочками, какими мне надо. Потому что когда они полностью растают, делать будет это неудобно. Вот немножко они подтают, совсем минут 5, и я их буду резать на кубики. Если у вас свежие яблоки, моем, чистим, режем кубиками и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели. Яблоки я нарезала, дам им немножко оттаять.
Кладем на сковородку сливочное масло, грамм 30-50. Растапливаем его. И отправляем сюда наши яблоки. И на большом огне обжариваем их. Выделивший сок выпариваем. Сок выпарился. Добавляем сюда столовую ложку сахара и чайную ложку корицы. Корицу можно не добавлять. Перемешиваем и продолжаем обжаривать. Вот так вот. Смотрите, сахар растаял. Выключаем наши яблоки и даем им остыть. Вот яблочки остыли. Если вы используете сушеные яблоки, то сначала их нужно замочить на пару часов в теплой воде. Потом делать все то же самое. Включаем духовку. Мажем маслом растительным форму. И достаем тесто. Прошло где-то 1,5 часа. Вот смотрите, какое у нас получилось пышное тесто. Целая миска. Времени где-то около 1,5 часов прошло. Так, теперь смазываем, посыпаем, вернее, стол мукой. Хорошенечко. Руки обмакиваем в муке. И смотрите, вот так вот берем тесто, другой рукой отщипываем. И скатываем шарик где-то размером с грецкий орех. Ну, нет, побольше, где-то с яйцо. И кладем на стол, посыпанный мукой. Еще. И таким образом разделываем все тесто. Стараемся, чтобы шарики получались одинаковые по размеру. Если получился больше, можно отщипнуть и заново скатать шарик. Вот смотрите, с крупный грецкий орех или с мелкое яйцо. Видите, тесто какое? Все в пузырьках. Продолжаем. Вот у меня получилось 32 шарика. Накрываем их салфеткой, либо бумажной, либо тканевой. Здесь я сейчас еще накрою, чтобы они не заветривались. И будем брать по одному шарику и лепить пирожки. Обваливаем наш комочек теста мукой с двух сторон. И не нажимая, почти не нажимаю на скалку, слегка раскатываем. Не надо его делать плоский, как блин. Он должен остаться толстеньким. Смотрите, он где-то 5 миллиметров в толщину. Раскатали. Берем ложечку начинки. Кладем в центр. Защипываем сначала посередке и пошли к одному краешку, ко второму. Взяли пирожок в руки и прошлись еще раз, защипывая посильней. И сразу кладем на смазанный лист. Слегка раскатываем. Кладем начинку. Защипываем сверху в одну сторону, в другую.
Еще раз защипнули. Переворачиваем. Кладем, оставляем место, где-то сантиметр минимум, потому что пирожки поднимутся, и места иначе совсем не останется, и они слипнутся. Продолжаем лепить и выкладывать. Пирожки готовы. Духовка наша уже прогрелась, но пока мы их в духовку не ставим. Даем им расстояться минут 20-25, чтобы они поднялись. Ставим в теплое место желательно. Накрываем их также салфетками, чтобы пирожки вверх не подсох. И я ставлю на плиту сверху. Итак, яблочная начинка у меня закончилась. Следующую партию я буду делать с повидлом. У меня повидло свое. Персик с яблоком, по-моему. Да, с яблоком. Никакой подготовки повидло не требует. Кладем его прям так, как есть. Смотрите, наши шарики из теста уже поднялись и стали потолще. Пышные, мягкие. Раскатываем. Кладем кусочек повидла. И точно таким же образом закрываем пирожок. Ну вот, я слепила все пирожки. Тем временем прошло 20-25 минут. Наши пирожки, посмотрите, какие стали большие и уже соединились. Самое время ставить их в духовку. Но перед этим, чтобы они были блестящие, после выпечки мы их смажем яйцом. Есть такая хитрость, чтобы пирожки были еще румянее. В яйцо добавляют немного сахара. Но я так не делаю. Так, разбили яйцо и аккуратненько смазываем со всех сторон наши пирожки. Пирожки намазали яйцом. Отправляем их в духовку на 15-20 минут. Начинка у нас готовая, так что мы будем ориентироваться только на цвет корочки. Ну и вот наши пирожки готовы. Посмотрите, какие они румяные. И посмотрите, между ними совсем нет расстояния. То есть, если бы мы их положили плотненько, то им было бы очень тесно. Теперь выкладываем пирожки на тарелку. Вот так их сначала аккуратненько лопаткой отделяем, если немножко прилипли. И выкладываем на тарелочку. Если пирожки сладкие мы жарим, а не печем в духовке, то тесто лучше сделать обычное, не сдобное. Но я вам как-нибудь в другой раз покажу, как делать жареные пирожки. Все, вот мы пирожки наши выложили. Теперь мы их обязательно накроем салфеткой и дадим отпыхнуть. Вот какие замечательные получились у нас пирожки. Ничего сложного, не правда ли? Желаю, чтобы у вас тоже все получилось. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить интересного. До новых встреч!